Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. Большое спасибо, что смотрите мой канал, что пишете комментарии, ставите лайки и дизлайки. Теперь, когда я буду начинать свой канал, я постараюсь всегда, но я и так, в принципе, это уже начала практиковать, я буду благодарить всех, кто, в общем, буду начинать с благодарностей. Вот, и сегодня начинаю с благодарности, и, мне кажется, уже несколько прецедентов таких имелось. В связи с чем я буду особенно концентрироваться на этом чувстве, на этой теме. Значит, я напоминаю, что предыдущее видео было посвящено моему зрителю, комментирующему, для меня новому, но, вероятно, вполне возможно, что он уже, в принципе, давно является моим зрителем, но не комментировал ничего. И так получилось, что он написал мне 4 блока комментариев. Я не знаю, это можно назвать одним комментарием, потому что в один комментарий все, что он хотел сказать, просто не влезло. Поэтому он написал 4 комментария, вот таких вот из серии «Война и мир». Вот, я хочу сказать, что для меня это беспрецедентный случай. Настолько развернутых комментариев я еще не получала. Поэтому, конечно же, меня это взбудоражило. Я испытывала определенный подъем. И при этом, я как человек биполярный, у меня всегда амбивалентность. Я, с одной стороны, чувствовала подъем, с другой стороны, я чувствовала некую досаду, потому что там меня, знаете, по кусочкам засирают, как колбаску. Так, у меня здесь немножко сегодня такое местоположение не очень удачное, но просто с гипсом, знаете ли, выбирать особо не приходится. Сажусь там, где удобно, поэтому картинка вот такая вот, как колбаску, знаете, вот так вот режут по кусочкам, засирают, вот, миллиметр за миллиметром, очень внимательно и детально. Вот, поэтому сегодня под конец дня мне что-то взгрустнулось, я почувствовала, знаете, такую неуверенность, то есть эти комментарии пошатнули мою уверенность в себе и в том, что то, что я веду свой канал, это вообще охуенная идея. Вот, и я решила попросить поддержки у девочек, я подумала, кому я могу написать. Вот, написала, получила некоторую поддержку, но кто-то мне сказал то, что, такой был комментарий, что я согласна с тем, что он говорит, ты извини, ты меня тоже в хейтеры, наверное, запишешь, но я, согласна. Вот, но самый-то главный согласный это Людмила Анатольевна, та вообще сидела, просто чуть ли не хлопала, как ей понравилось ваши опусы. Мне немножко неловко и хочется как-то прояснить, конечно, некоторые моменты, потому что это явно, конечно, не нормурод никакой. И называть нормуродом человека, если у него есть свое имя, мне как-то несколько некомфортно. Поэтому я не знаю, человек там конспирируется по полной программе, выдает адрес какой-то из Перми, Чика из Перми, а это Чик из Перми. В общем, адрес из Перми, индекс из Санкт-Петербурга, это такой тонкий троллинг или что? В общем, я спросила разрешения, и сейчас я дам послушать, значит, микрофончик возьму, так поближе, чтобы лучше вам было слышно, мои дорогие. Значит, комментарий девушки по поводу прочитанного, скажем так. Что его бесит твои амбиции, что ты хочешь раскрутить канал, что хочешь что-то на этом получить, заработать. То есть, если бы, у тебя был просто дневник, и ты просто разговаривала дома с камерой, это было бы ок, но ты же хочешь раскрутиться, то вот это раздражает именно стремление твое к успеху. Дальше я четко вижу, что его очень сильно вымораживает то, что ты хочешь мужчину определенного уровня. То есть, кстати, больше всего пердаки горят, если говорить, что мне мужчина меньше 100 тысяч, 200, 300, 500 тысяч в месяц, я даже рассматривать не буду. Сразу бжух. Вот. А цифра 2 миллиона в месяц, это такой колоссальный бжух. Это ты воспалила всех, вот этих недоделанных, которые ходят и говорят, что главное в человеке это душа, а не сколько он зарабатывает. Главное в мужчине это его отношения, ла-ла-ла. И что
Вот, это, кстати, во всех книжках по этим всякие там типа там я там недавно читала энциклопедию меркантильной суки, вот там, короче, все говорят, что, блядь, ну не соглашайся, не устраивай тебе заработок мужика, посылай всех нищебродов нахуй, и ты просто пердаки горят у нищебродов у всех от того, что ты говоришь. Так, что там его еще? Его у него горит пердак с твоей пенсии. Вот, однозначно, прям то, что ты там какие-то деньги получаешь от государства, не сидишь там, там, грубо говоря, у родителей на шее, да, все-таки какой-никакой свой доход у тебя есть. Вот, ну, естественно, как бы там то, что... Знаешь, как у меня девчонки говорят, да, там в Итомпе, кукусика не обслужили, то есть то, что если женщина там не ходит, не обслуживает, в жопу. Значит, да, вот сюда я сейчас скажу. Я должна пояснить. Итомп — это такой паблик ВКонтакте, где выкладываются переписки с различными мужчинами из различных соцсетей, сайтов знакомств, которые хотят познакомиться. Но там это все подается в таком виде, то, что все, ну, типа, все женщины такие меркантильные, да, давайте же посмотрим, какие у нас мужчины. Ну и все подается в таком смысле, в таком соусе, что мужчины как бы тоже там кадры те еще, вот. Ну, в принципе, там очень много людей, которые имеют низкий уровень образования, а меня это отталкивает, и я не могу читать. То есть я почитала, я поняла концепцию, вот, туда можно зайти, когда мужчина, например, написал какую-то неприятную вещь, и вот туда заходишь, и прям бальзам на душу, как мед, идут эти переписки, потому что, блин, у меня... Так, вот, ну, короче, я просто хотела пояснить, что такое итомп, потому что это не очевидно, как мне кажется. Вот, продолжаем, осталось буквально минуточка. Не целует там, не знаю, там котлеты не жарят с пюрешечкой, да, там, то типа все. Что ж ты за женщина такая? Вот. Особенно мужиков горит, когда бабы говорят, я не хочу детей. Я хочу отношений, но я не хочу там рожать. Сразу все, боже мой, как ты можешь? Вот, прям просто я таких вот регулярно вот почитываю, что прям просто вообще будыщ. Вот. А еще его задевает то, что ты умная, интеллектуальная. Это прям, это по тебе просто видно, как бы по видео, что ты женщина с интеллектом. И, видимо, я так подозреваю, что там интеллектом не пахнет особо. Вот. Вот, ну смотри, какой у тебя внимательный человек, прям тщательно прям все посмотрел, послушал, увидел, что там, кому-то благодарна, кому-то неблагодарна, как ты к кому относишься, прям отслеживал. Слушай, это прям вот как бы человек прям глубоко вошел в тему, чтобы тебе это написать. Ты вызвала интерес, ты вызвала у человека желание пересматривать твои видео, обращать внимание на то, как и что ты говоришь. Это прям, слушай, это прям, ну, реально круто, на самом деле, да? Вот, что он тебя смотрит, чтобы тебя обосрать. А для того, чтобы тебя обосрать, он реально смотрит и выискивает прям недостатки. Слушай, прям вообще, можешь гордиться собой. Так, дорогие друзья, на этом сообщение заканчивается. Вот это, которое я решила презентовать. Вот, ну, были другие сообщения, которые там, как я уже сказала, сказали мне, что, типа, чувак все правильно сказал. Вот, но на самом деле, я забыла сказать, что мне очень удивительно, почему уважаемый товарищ, вообще, кстати, неизвестно, да, даже пол неизвестен, может, это вообще какая-то девушка, но это, ну, как бы это вряд ли. Но я рассматриваю разные варианты, как бы не исключаю, конечно. Я как этот следователь-детектив. Мы эту версию не отметаем. Значит, что я хотела сказать? Мне очень удивительно, что человек не прошелся по моей внешности. Точнее, там было упоминание того, что мне была дана внешность, там, какая-то, вот. Но на данный момент
только ленивый не назвал меня жирной, пирожком с салом там и прочее. Мне удивительно, что человек решил обойти эту такую классную тему стороной, засрать, как я выгляжу, мой внешний вид, там что-то-нибудь еще. Все же видно, все же на поверхности, удивительно. И это наталкивает меня на мысли о том, что, может быть, я не знаю, это такая версия просто, я ее поделюсь, может быть, она совершенно вообще не в тему, но мне кажется, что человек сам не обладает какими-то привлекательными внешностью привлекательной, поэтому решил меня не засирать по внешности, потому что сам по внешности тоже не ахти. Но это моя личная версия такая. А еще мне очень понравилось то, что он отметил, что у меня есть какой-то слух и какой-то голос. Какой-то слух — это цитата, и какой-то голос — это тоже цитата. Вот, и я еще подумала, смешно, что он слушал, как я пою. О май гад. Так, тем не менее, мое видео на самом деле посвящено совершенно сегодня другой теме. Я немножко взгрустнула, потому что товарищ пошатнул мою, как я уже сказала, уверенность в том, что мне стоит заниматься ютубом, а сейчас у меня, понимаете, чтобы снимать видосы, мне надо для начала мне надо какой-то более-менее макияж сделать, одежу найти, какую одеть, желательно там не повторять подряд одежи, а сейчас на меня еще не все налазит, там не все, в общем, всякие там нюансы свои есть, и садиться, записывать видео, очень проблематично. Но, тем не менее, я смогла это сделать. Аплодисменты, дорогие друзья. И сегодня, я, зашла на сайт в интернете. В интернете на сайт зашла, представляете? Сайт занимается, посвящен такой теме, как ограничивающие убеждения в сфере финансов. Я периодически пробегаю по этим спискам. Для чего? Для того, чтобы понять, какие у меня могут быть препятствия к моему невероятному обогащению. Потому что я уже говорила о том, что у меня есть такая странная, черта. Мне кажется, что вот-вот я разбогатею, вот-вот я стану знаменитой. Буквально завтра, вот-вот. Я уже заранее готовлюсь, к этому. Это очень странно, я знаю. Но, тем не менее, там было 120 ограничивающих убеждений. Я из них выбрала те, которые как-то, на мой взгляд, со мной связаны. Их всего оказалось 11. То есть, если из 120 я 11 отобрала, как те, которые имеют ко мне какое-то отношение, то получается это меньше 10% ограничивающих убеждений у меня есть. И по идее я должна быть охуенно просто уже богатой, если верить в то, что какие-то там психологические проработки этой всякой хуйни, они помогают обогатиться. Давайте же пробежимся, что я на данный момент думаю по поводу моих потенциальных миллионов. Первое. Стыдно быть богатым, когда вокруг столько нуждающихся. Я действительно испытываю дискомфорт, когда, допустим, я иду по улице, я хорошо выгляжу, у меня чистые волосы, у меня свежий макияж, у меня какая-то новая, в смысле, видно, что новая, не потертая там какая-то, не затертая, а новая одежда, хорошая обувь качественная. Все, прекрасно. И идет, например, какая-нибудь бабушка или какая-нибудь женщина в замызганном каком-нибудь затертом, потертом, перетертом там каком-нибудь пальто, тащит какие-то сумки, или... Если зайти в таком виде, как я описала, если я, например, зайду в магазин «Пятерочка», там много всяких бабушек, всяких тетенек, у которых доходы не позволяют ходить в азбуку вкуса и ездить там куда-нибудь в спа-салоны и т.д. и т.п. Некоторых не хватает денег на здоровье, там поправить какие-то болезни свои, потому что денег нет. И мне, честно, мне некомфортно.
Ну, что с этим делать, я, честно сказать, не очень знаю. Там, включать режим из серии «Я не я, лошадь не моя», я здесь, как бы, это не я, типа, стою, смотрю, ничего этого не замечаю. Ну, не знаю. В общем, если что, напишите в комментариях, что вы думаете. Особенно господин вот этот Нормурод, версия 2.0. Посоветуйте что-нибудь, вы же такой умный. Вот. Я не умею обращаться с деньгами. Следующий пункт. У меня есть такая тема, что если у меня есть деньги, и я могу придумать, куда их потратить, то я иногда, ну, точнее, не иногда, частенько, вот так вот, я не могу устоять сама перед собой. Ну, то есть я думаю, так, надо, например, сделать подушку безопасности финансовую. Вот, я ее делаю. У меня начинаются какие-то эти, как назвать-то, жжение и зуд. Все чесаться начинает, что я должна потратить эти деньги. Вот. И иногда я могу совершить какие-то абсолютно глупые поступки. Купить, ну вот я помню, у меня реально был случай, как раз во время моей эскортной деятельности, я просто шла по торговому центру Атриум, и там была стойка Sunlight. И я просто подошла, увидела первое попавшееся кольцо, которое мне понравилось, померила его и купила. Хотя мне вообще похуй на бриллианты, на всякую вот эту вот хуйню. Вот. Кольцо стоило где-то, не наврать бы, то ли 20 тысяч рублей, то ли 30 тысяч рублей, но это было давно, 2000 каком там 13-м, не помню, году, поэтому, ну, может, не самое дорогое, может, для кого-то это вообще хуйня полная. Ну, на тот момент для меня это были какие-то все-таки деньги, на которые я могла бы что-то нормальное купить, нужное мне, и что доставило бы мне гораздо больше удовольствия. А я это сделала просто потому, что мне очень плохо было. Мне реально было грустно, одиноко, тоскливо, и я вот шла вот по этому Атриуму. Знаете, внешне может казаться, что девушка такая, ну, просто супер вообще довольная, все, жизнь удалась, а на душе просто кошки скребли. Думаю, блядь, куплю я это кольцо, не знаю, может, мне полегчает. Это был своего рода такой, можно даже сказать, эксперимент, что ли. Так, следующий пункт. Деньги развращают людей. Ну, в этом плане, например, я живу в Зеленограде, чтобы поехать в Москву, мне надо дойти до станции Крюково, сесть на «Ласточку» и доехать до Москвы. Если бы у меня было дохуя денег, я бы этого всего не делала, я бы заказывала себе Мерседес, короче, к воротам, ко входу, вот. Командир там какой-нибудь или еще что-нибудь, я не знаю, что там сейчас нынче в тренде, вот, вот, и ехала бы с пробками с какими-нибудь, вот, а это, ну, тоже как бы не всегда хорошо. Ласточка-то, она приезжает по минутам и по часам, вот, а я бы ехала, потому что не хотелось бы мне там высаживаться, пересаживаться куда-то. Ну ладно, дальше, следующее. Если я заработаю много, то буду бояться все потерять. Ну, абсолютно про меня. Ну, стрёмно, просто стрёмно. Когда что-то есть, очень страшно это потерять. Кстати, это касается и мужчины. Если я познакомлюсь когда-нибудь с классным мужиком, я постоянно буду думать, а что если, блядь, он влюбится в другую, там, не знаю, что если он умрет, а что если он то, а что если он все, короче, куча страхов. Вот, потом следующий пункт. Деньги приносят обязательства и большую ответственность. Ну, этот пункт, я долго думала, относится он ко мне или нет, но у меня был случай, когда я сняла деньги, у меня было тогда, ну, я занималась, короче, бизнесом, можно так сказать, да, вот, то там, кстати, товарищ сказал, что заниматься каким-то стартапом, бизнесом это не для меня, потому что он нихуя не знает, что я это пробовала, я этим занималась, вот, не досмотрел, видимо, какие-то видосы мои. Вот, и я помню, что у меня что-то в сумке было типа 250 тысяч, но опять-таки это давно было. Вот, я несла их и думала, блядь, если меня сейчас вообще, я не знаю, вообще сумку просто там чуть ли, я не знаю, к себе не подливчик запихнула. Вот, ну, как бы я чувствовала, потому что эти деньги были, ну, не совсем мои. Ну, в том плане, что мне надо было выплатить зарплату, заплатить за аренду, там всякая такая хуйня. Вот, следующий пункт, когда у тебя много денег, то все хотят твои деньги, а если не даешь, то ненавидят. Ну, тут, конечно,
Тут отличный мастер-класс мне преподала моя сестра, вот, которая, несмотря на то, что у нее есть возможность мне финансово помочь, она очень четко обозначила, что этого не будет, то есть помощи не будет. Вот, если она мне не дала, и я сказала, что как бы, ну, наши отношения, так сказать, испортились после этого. Ну, сейчас вроде более-менее мы все прояснили, ну, точнее, не мы все прояснили, а я сама для себя что-то прояснила, вот. Но я хочу сказать, что да, мне отказать очень сложно. И здесь мой племянник тоже очень хорошо, мне хороший мастер-класс сделал. Когда мы пошли, я просто первый раз с ним пошла в магазин, и я просто охуела. Он на каждом шагу говорит: давай купим вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И сначала, поскольку я первый раз была вот в такой ситуации, я подумала, ну что не купить-то, вот. А потом, когда каждый метр мы проходим в магазине, и купи это, купи то, купи сё, купи, в общем, все, вот, какие-то эти дурацкие машинки Hot Wheels, которые я ненавижу, они такие дорогие, такие бессмысленные. Обычная машинка, блядь, у которой нету этой ебучего этого, как он там называется, логотипа Hot Wheels, она стоит там, я не знаю, 50 рублей, это Hot Wheels ебучий стоит 200 рублей, и маленький ребенок, ну, потому что он смотрит, блядь, эти ебучие распаковки машинки Hot Wheels, и это просто пиздец, короче. Мне не нравятся машинки Hot Wheels, потому что это так же, как, наверное, женщина, которая говорит, мне нужна там 158-я, 200-миллионная пара туфель, которые я даже носить-то особо и не буду. Вот, я могу сказать, что мне отказать сложно. То есть, если вот я представляю, вот у меня есть деньги, ко мне приходит человек и говорит: дай мне там вот деньги. Вот, ну, конечно, я дам. А что не дать-то? Ну, не знаю, может, я слишком хорошего о себе мнения, но вот сейчас, например, я хожу по переходу, там, когда иду, вижу... У меня сейчас просто всплывающее окно. Наташа, моя подружка и соседка, пишет, что она покурит и зайдет. А я, как обычно, снимаю видео, и она мне сейчас начнет названивать. И это будет полный пиздец. А у меня еще тут раз, два, три, еще много всяких этих, что я хотела сказать, пунктов. Да, 11 всего, а я раз, два, три, четыре, 5 только сказала. Вот, еще как минимум 10 минут. Ну ладно, хорошо, мы с Наташей это разрулим. Я думаю, 10 минут как раз ей на курение. Так вот, я хотела сказать, что когда я хожу по переходу и вижу людей, которые просят милостыню, на сегодняшний день я, во-первых, у меня все деньги на карте, но это может звучать как оправдание, типа у меня деньги на карточке, извините, наличные не могу вам как бы дать. Это во-первых. А во-вторых, ну, у меня реально их нет. Я сейчас сама нахожусь в таком же состоянии, как эти люди, могу рядом, в принципе, встать и просить милостыню. Вот, несмотря на то, что я не выгляжу как человек, у которого проблемы с деньгами. Ну, я не знаю, если вы не согласны, напишите в комментариях, что я выгляжу как бомжара, там, как еще кто-нибудь. Вот. Бич, такое слово еще есть, бич. Вот. В смысле не бич, сука, а бич бомж. Вот, значит, следующий пункт: когда у тебя есть деньги, то с тобой общаются только из-за бабла. Вот, но это у меня больная тема, со мной все общались до этого, потому что я знаю английский, поэтому я просто заебалась уже, эту тему английского у меня просто пиздец. Поэтому я думаю, что если бы у меня были деньги много, то я бы, конечно, думала, что со мной общаются только из-за бабла, и потом грустила бы, расстраивалась там и т.д. и т.п. Следующий пункт: когда есть деньги, хочется все их потратить. Но это перекликается с пунктом «я не умею обращаться с деньгами». Я, в принципе, его уже прокомментировала и примеры привела. Я просто стараюсь немножко побыстрее, потому что я переживаю, потому что с Наташей мы договорились, что она мне будет делать ногти. Вот, значит, дальше. Если буду богатым, то все будут завидовать и плохо относиться. Вот. Но, в принципе, то, что ко мне люди будут не очень хорошо относиться, я могу и сейчас сказать, несмотря на то, что я не богатая. Ну, тут как бы оно заложено уже как-то внутри. Ну, типа,
Я и так думаю, что ко мне люди плохо относятся, без денег. А с деньгами, не знаю, может быть, может, наоборот, хорошо будут относиться. Может, точнее, я сама к себе отношусь плохо, когда у меня нет денег. Я уже говорила о том, что, к сожалению, для меня человек, его как бы значимость, его достоинство, его, короче, хороший он или плохой определяется тем, сколько у него бабла в кармане. Даже не то, что хороший или плохой, а насколько он мне интересен. Вот, если у него много бабла, конечно, интересен, а если мало бабла, ну, как-то не очень интересен. Но я сразу скажу, что если у него много бабла, а он там, например, чем-то меня другим не устроил, то он тоже не интересен. У меня отмести, короче, все возможные контакты от себя куда подальше, я в этом очень талантлива. То есть первое, там, кастинг, значит, деньги есть, там, внешность есть, там, вредные, ну, как бы, есть ли вредные привычки, если есть вредные привычки, сразу тоже до свидания. И так вот, знаете, потихоньку все сходится к тому, что я просто, ну, одна, и все. Так, хорошо. Дальше. Много денег в старости приведет к тому, что все будут хотеть моей кончины. Да, мне звонит Наташа, конечно же. Любимый вариант. А я не могу прерывать видео, потому что иначе у меня все сорвется. Да, ну хорошо. Значит, много денег в старости приведет к тому, что все будут хотеть моей кончины. Ну, как бы, естественно, мне кажется, вообще распространенная ситуация. Так, и что у нас остается? У нас остается последний пункт. Сейчас я перезвоню Наташе. Это просто, блядь, пиздец, меня заебала эта ситуация, то, что постоянно я записываю видосы, мне Наташа названивает. Итак, если много зарабатывать, то будут не настоящие друзья и фальшивая любовь. Но это уже все перекликается тоже с темой, что со мной будут общаться только из-за бабла. Вот. И, ну, как бы я, видимо, в себе ценности не вижу, вот просто как человек, я не вижу в себе ценности. Я кучу, блядь, вижу недостатков, вот это я прекрасно знаю и вижу, вот. И поэтому приходится чем-то как бы доплачивать, чтобы более-менее там как-то вообще себя считать человеком. Самой себе, вот у меня о самой себе мнение периодически, ну, оно колеблется, да, я королева, я говно, я королева, я говно, я королева, я говно, вот, и чтобы выходить из состояния я говно, мне нужны деньги, чтобы я вот как можно реже в это состояние погружалась, что я говно. Хотя я знаю такую прекрасную фразу: и иди ты куда подальше со своими деньгами, да. То есть бывает такое, что даже с деньгами люди не хотят общаться, ну, потому что что-то не устраивает в характере, еще в чем-то, в поступках. Душонка паршивая. Вот. И, возможно, я считаю сама о себе, что у меня душонка паршивая, и никакие деньги тут не помогут, и не перекроют то говно, которое у меня в душе, внутри и так далее и тому подобное. Ну, в общем, такая вот история. Начали про мужика, сейчас я заканчиваю видос, потому что ради Наташи. Наташа, все только для тебя. Рассветы и туманы, моря и океаны, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды, для тебя безумный мир наш создан для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Так, вот, пожалуйста, я новую музыкальную вставочку для моего главного хейтера. Вот, ему, видимо, нравится мое пение, потому что он его тоже там похвалил словами «какой-то голос и какой-то слух». Вот, чтобы укоренить то, что у меня есть какой-то голос и какой-то слух, пожалуйста, для вас. Вот, пожалуйста, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, можете не подписываться, можете подписываться, а я пошла делать ногти, покажу вам, что из этого всего выйдет. Все, короче, до свидания.